приехали на концерт Iron Maiden. Вот такое количество людей стоит в очередях, ничего не пускают. Куча людей стоит за мерчем, покупают майки, диски, шарфы, много чего. Тебя поймал, а не меня. Да, набрали мерча. Снова на этом концерте обалденном. Народ все заходит. Я даже не думал, что у Iron Maiden есть такое количество мерча. И даже не думал, что смогу купить оригинальную куртку джинсовую с вышивками Iron Maiden. А вот мы уже пришли на концерт. Ждем, когда всех запустят. Когда все начнется еще не очень скоро. Мы перешли, как всегда, заранее. Заняли самые лучшие места. Да, и нас поражает все, конечно. Все очень классно. Потихоньку набирается народ. Народу набирается. Вот она красота. О, боже мой. Надо обязательно туда сходить, потому что нам повезло на данный момент. А повезло по той самой причине, что у нас находится рядом наш великий библиограф. И мы обязательно с этим библиографом зайдем и посмотрим этот интересный шедевр архитектуры. Издалека он выглядит вообще, фантастично, что-то такое непонятное даже. Так как мы такие вещи любим, обязательно туда зайдем. И я вижу, там ходят люди, и обязательно посетим. Как вы думаете, мой любимый библиограф? Обязательно? Да. Для этого мы и вышли на этой остановке. Давайте пойдемте дальше. Вот так парламент. Всем парламентом парламент, да? Здание такое. Величественное. Просто очень красивое. Красиво все ухожено. Насколько же здесь все. Вот пускай они обижаются на меня в Риге с их всеми этими министерскими зданиями, но выглядят они убого по сравнению с Финляндией. Очень красиво. Монументально, так сказать. Очень красиво. Очень ухоженно. Такие скамейки. Такой подстриженный газон. Как сказала Оксаночка, и снова у них лучше. Да? Впереди. Это что у нас интересно? Сейчас пойдем все посмотрим. Вот это считается публичной библиотекой. А у нас... Национальная библиотека, а публичная. Это публичная библиотека. Оксаночка, могли бы вы рассказать нашим слушателям, в чем отличие национальной от
публичной библиотеки? Если грубо так объяснять, национальная библиотека у нас и функция национальной библиотеки – это хранение фондов. Да? Это подразумевает, что фонды не выдают на дом, да, книги, а в публичной библиотеке предусмотрено так. Ты пришел, можешь посидеть, поработать, ну и можешь взять что-то домой. Ну, Это главное отличие. глупый, наверное, вопрос. Почему же наши публичные библиотеки выглядят как маленькие сарайки иногда, а Хельсинская публичная библиотека выглядит как произведение искусства? Ну, я тут с тобой поспорю, мой дорогой. Да, у нас есть и красивые, достойные публичные библиотеки. Только не все отреставрированы, как всегда. Но есть красивые здания архитектурные. Хорошо, принимаю. Наверное, не все библиотеки знаю, но такой красивой, как здесь, я библиотеки не видел у нас. Нет, такой точно нет. Я бы сравнила эту библиотеку с библиотекой Венспилса, региональной. Региональная библиотека Венспилса, там это отреставрировано, новые. Знаю, библиотека Вогры тоже отреставрировали, сделали современное здание. Да, Хорошо. Мы пойдем в середину посмотрим, да? обязательно. Если будут какие-то вопросы, вы нам расскажете снова? Конечно. Поделюсь. Сама спрошу, уточню и все доложу. Спасибо. Вон устроен какой-то интересный флешмоб. Молодые люди танцевали. Одеты немножко напоминают, как Китай или Япония. То ли они тренируются, то ли они танцуют, непонятно. То ли просто флешмоб. Вот мы в середине публичной библиотеки в Хельсинки. Здесь ездит роботик, который Как я поняла, раздает газеты. бестселлеры, то есть популярные книги. Ага. Ну, слушай, так интересно сделано. Потолок такой интересный сделан. Вот здесь информационно. Наверное, Оксаночка подойдет и спросит. Если есть необходимость, мы купим билет. Я хотел бы с Оксаночкой сходить, посмотреть здесь все. Очень интересные места вот такие. Вот смотрите, прям вот можно лечь, прилечь, просто сидеть на этих местах. Изготовляют из 3D, на 3D принтерах, видишь? Шахматы, вот такие вещи. Проводят там мастер-классы, работают вовсю на 3D принтере. Вон, видишь, это вот пластиковая трубка подается, это и есть принтер. Так, смотри, мастер-класс по швею. Вот что это такое. Вот видишь? Там инструкция, как им пользоваться. И ты можешь сам прийти и свою деталь изготовить здесь. Поразительно. Поразительно вообще. Слушай, это настолько продвинуто все. Вот. Мастер-класс тоже какой-то. Как работа. Да, да. Всякие вот очень много вещей, где люди могут сами что-то сделать.
Да. Видишь, что стоят здесь? Программы различные. Это не программа. Это тот, который я рассказывал, профессиональный для рисования. Профессиональный... Вот это, видишь, с такой штукой? То есть ты можешь его подключить и рисовать на нем. Сидеть. Ну, есть ли у нас, Оксаночка, такое в нашей библиотеке? К сожалению, пока что нет. Надеюсь, Расти, будет. расти. А посмотрите, что тут дальше. Я думаю, это будет тебе более интересно. Гитары выставлены. Ты можешь взять на прокат, И поиграть. будучи читателем, ты можешь взять на прокат. Притом, я вам так скажу, ребята, здесь не простая какие-то балалайки, здесь висят фендеры, здесь висит гитара PRC достаточно, дорогая, интересная. Здесь, конечно, эпифоны и всякие другие. Просто замечательно. Вот они, игровые комнаты, где мама может быть и с детьми и поиграть. Смотрите, четвером могут поиграть в разные игры. Да? Вон где детки чему-то учатся. Да. Вон какие интересные штуки делают. До этого я подошел в одно место и увидел, как человек берет у другого интервью, и совершенно не слышно снаружи, что они говорят. То есть какой-то блок, видимо, и так далее идет. Это звуковая студия. Музыкальная студия у нас в библиотеке есть. Музыкальная студия есть. То есть на данный момент, Оксана, вот скажите нашим слушателям, библиотека, она является не только как библиотека. Это уже такой центр развития, я бы сказала. То есть не как... В общем, принятая библиотека, это не только приходишь и читаешь. Здесь приходишь и клубы по интересам. Различные клубы по интересам. Да, можешь что-то изучать, можешь Да. что-то делать и Пробовать. да, и пробовать себя во всяком. А не так, как все думают, что в библиотеку приходят, только берут книжки И читают. и читают журналы. То есть Это уже как бы- далеко-далеко ушло в прошлое. А у нас точно так же можно кое-что делать? Пока что мы, мне кажется, движемся, но черепашьим. Да, ну вот я вам посоветую, Оксана, если вдруг будут какие-то собрания, скажите, что вы были в библиотеке. Ну, как и мои Хельсинки, коллеги были да, тоже. в такой библиотеке, и расскажите свои впечатления, а может быть даже свои пожелания для нашей библиотеки. Спасибо. Давайте, Оксана, я вам предлагаю похулиганить, и в библиотеке это будет вам, наверное, особо приятно выпить чашечку чая. Я принимаю это предложение. Да. Хорошо? Давайте. Да. Не удержалась Оксана, естественно, от такого соблазна, чтобы попить кофе прямо в середине библиотеки. Притом кафе такое достойное, куда можно спуститься, выпить кофе, чай и посидеть. И смотри, нет никакого запрета на это, да? Что же мы такого взяли здесь? Как я поняла, местный пирог и чизкейк. М. Да, это вот национальный такой ванильный и чизкейк. Приятного аппетита. Приятно. Выходим, осмотрели публичную библиотеку, остались в очень хорошем впечатлении. Все очень достойно, все очень классно и очень интересно. Нам понравилось. Будем следовать в какое-нибудь другое место. Вышли из библиотеки, снова поражаемся плавностью архитектуры этого здания, тому, как здесь все устроено.
и тому, как здесь все выглядит. Даже простая, вроде бы баскетбольная площадка, вот она, и то выглядит очень интересно. Как сказала ранее Оксаночка, теперь она понимает, что такое под словом высокий уровень жизни, да? Да, высокий стандарт. Высокий стандарт, да. Ох, не знаю, когда мы в Латвии доберемся до этих же высоких стандартов. Смотрим каких-то интересных пернатых, которые вот лежат, ничего не боятся с Они виду. тоже читают книги. И это никакие не ути. Надо будет разобраться, что это такое. Кто такие, я не знаю. Супруга обещала разобраться. Очень интересная какая-то птичка. Не чайник, у чайки. Мне очень интересно смотреть. Да. Секундочку. Мы проходим интересные граффити здесь. Тоже как бы современное искусство, да? А вот так вот со стороны выглядит арт-музей Хельсинки. Сейчас пойдем посмотрим, что там есть интересного в середине. Мы же любим арт-искусство. Если есть возможность, мы можем посмотреть. Ну что же, мы в музее современного искусства. Вот такие вот тарелки. Поедем смотреть. Мы всегда открыты на все новое. Даже на такие тарелки. Это современное искусство. Мы будем знать, куда использовать тарелки. Вот эти тарелки. Музей современного искусства. Также он, если это современное искусство, значит, это какие-то тоже супергерои. Вот, пожалуйста. Блэк Адам, супергерой был такой, я знаю. Вот. Пожалуйста. Могли бы и меня снять в такой же позе. Давай. Рядом. На камеру? Просто. А вот и Блэк Адам. Сейчас мы посмотрим. Приобщимся к этому искусству современному. Допустим, вот такая история игрушек. Да? А вот он и музей. Вот оно современное искусство. Несмотря на то, что это современное искусство, здесь указаны вот такие даты. Ну, может быть, для ребят это современное искусство. Здесь не современное, а наверху современное, хотя вот есть кубизм. Ну, вот это скорее современное искусство, да. Вопрос к Оксаночке. Могла бы она такое же? Какой?
Да? А такое? Ну, такое не совсем, ну, Вот такое. Могу ли я вам купить линейку? О, такое очень сложно очень. исполнить. Я засниму сейчас, и мы будем с Оксаной думать, а что же здесь потом дома. Ну, можно просуждать, какими валиками он это закрашивал. Точно не теми, которыми я свое личико порой рисую. Нет, теми, которые стенку красят. Да. Вы его видели, 50-го года, он до сих пор рисует. Видишь, какие штуки нарисовал? Вот так вот. Это просто сила. А вот это интересно. Как сказала моя любимая жена, картина называется «Обнимашки». А вот эта картина называется, если взять вот туда, он смотрит, ничего же у вас обнимашки. Я тоже такие хочу. Он так посмотрел и говорит, я тоже такие хочу. А другая тетя с этой картины говорит, вы что себе позволяете за обнимашки? Да. Вот. Ну, вот это вот, конечно, Надо думать, что человек хотел сказать. или где брал, и что курил. Видите, F-25. Вот так вот. Я тут скорее думаю, что это пластырь, естественно, пластырь. Да. Да, И в 1974 году. голова болит. То есть не голова, а лицо болит. Лицо болит. Ну да. Нам с Оксаной далеко до такого искусства. Мы не сможем понять его. Очень быстро. Вот это интересно, интересное исполнение. Мы там смотрели? Нет. Потому что там портреты Катибаном. Значит, этому художнику можно заказать спокойно портреты Маши. Очень красиво сделанная такая макет. Прекрасно сделан. А вот, видимо, рисунки из той детской комнаты. Да, мумитролик. Мумик. А вот тут вот сидит в кустах злючая кошка. Может, какая-нибудь родственница Маши? Да. А вот здесь вот, в теремке, можно просматривать фильм. Видишь? А вон, так, кто написал в мумитроле? Вот, смотрите, Оксана.
картины фундаментальные. Оксаночка, вы сможете такое же сделать? Подозрение, что да? Тогда давайте начинайте уже Творить. думать и творить. Мы вас выставим в каком-нибудь музее. Пойдем на второй этаж. Там обязательно мы увидим. Очень, там действительно было его мало. Мы его хотим посмотреть побольше. Красивое панно. Срубленное. Вот так кролик. Или суслик. А это художник любил насекомых. А там вот лягуха. Что здесь? А это какой? Оксана, ты думаешь, что это настоящая штука, а это не настоящая, это ткань. Оксана, сначала надо было найти, что выкурить, чтобы смочь это сделать и вообразить. Воплотить свою фантазию. Да. Перед этим, конечно, чтобы воплотить фантазию, не обязательно было что-то выкурить. Можно было иногда просто почитать Пелевина, некоторые произведения интересные, которые нам очень нравятся. И потом придет в голову создать что-то для современного музея искусства. Но мы с Оксаночкой очень-очень любопытные, и мы изучаем все. И все пытаемся понять. Оксаночка сидит, и она пытается понять. Мне, например, вот это нравится. Так, давайте спросим у Оксаночки, что она там смотрит. Я пытаюсь понять, ты правильно подметил. Пока что понимание не приходит. Ну как не приходит, посмотрите. Я пытаюсь понять, что хотел сказать художник. Какие-то вы, Оксаночка, непонятные. Он хотел сказать, что смотрит через стекло. Девушка сначала смотрит на себя, а потом она лежит с раскинутыми ножками. А там два мужика, или один, не могу понять. Вот. И ты тоже не можешь понять. Ну ничего. А там она уже пошла. Там видишь унитаз. Нет, там девушка раздевается. Что? Там девушка раздевается. Нет. Первая... Ой, это девушка раздевается, а я думал, что это унитаз. Вот так вот. Ну что, пойдем. Слоник. Вот чудачина размалеванный. А вот девушка, простите.
А вот сидела эта птичка, ее нарисовали, а потом вырезали зачем-то. Видите? И мечкут. Да, вот так портретик. Вот это я ценю. Классно. Интересно сделано. Супруга задает такой вопрос, потому что она знает мое отношение к этим херепуделям. Причем сделан достаточно неплохо. Интересно. Да. Вот черепудель уже из земли вылазит. Называется сон. Сон. Это я не знаю, как называется, а там Мерлин Мэнсон, наверное. Тут глаза в темноте, а тут вместо глаз то, на что эти глаза смотрят. Мне так кажется. Скажите, пожалуйста, Это я ошибаюсь или нет? вообще автопортрет. Автопортрет. Понял. Вот фотография. По-моему, очень даже интересная экспозиция. Очень интересная фотография. Вот фотография действительно интересная. Это кукла Вуду. Да.
Так, супруга. Оксаночка, есть задание тебе. Начать творить и выставляться в музее современного искусства. Хельсинки. Да? Договорились? Прекрасно. Пришли еще в один музей, музей истории Хельсинки. У нас еще есть время его посмотреть. И мы решили с Оксаной сделать тоже обзор, чтобы иметь представление об истории Хельсинки. Вот так нас встречает самый верхний этаж, как нам посоветовали прийти. И после этого мы будем спускаться ниже и ниже. Вот, смотрите, какой исторический унитаз. Как мы поняли, в Хельсинки и вообще в Финляндии очень сильно заботятся об окружающей среде, поэтому везде пропагандируют не выбрасывать вот пластик, не выбрасывать телефоны, правильно сортировать мусор, учат это людей делать, показывают, как жить красиво и чисто. Это очень хорошо, и это очень-очень радует. Вот тоже показано, как было, наверное, грязно, какие мусор и так далее, и как они шли к тому, чтобы нормально перерабатывать материал и делать страну чище и чище, не только для себя, но и для животных, и тем самым делать жизнь все краше и лучше. Нам с Оксаной это очень нравится. Вот такая интересная еще экспозиция. Такие велосипеды ездили. Такой столик исторический старый. Чемодан. А что это за ведро? А это мусор собирал так. Видишь, баба-яга. Да. О. О. Тут все про скейтбординг, скейт-стайл. Песня от Хельсинки. Бабушка, мама моего папы такая же была. Угу. У моей бабушки тоже была такая же. И тоже Зингер у моей бабушки такая же была, точно. Да. Вот такой быт. Чем-то напоминает, как моя бабушка с дедушкой жили.
Вон, какую игрушку Оксана нашла. Крутит и смотрит интересный город. Какой он был в разные года. Достаточно интересно придумано. Он крутит такую штучку. Я сейчас в середине 19 века. Да. Вот таким был Хельсинки тогда. А мы вам его показывали. Какой он сейчас. Я надеюсь, что вам это очень понравилось. Через несколько часов мы отправляемся назад к себе в Латвию и будем готовить этот выпуск к публикации. Спасибо. Оксаночка вот наша. До новых встреч! До новых встреч.